Так, Ильдиар, ну вот очень интересный вопрос хотел вам задать. Это, наверное, даже от меня больше вопрос. Я вот хотел у вас узнать про ход времени. Как он сильно поменялся вообще? Ну, мне попадалась информация такая, что очень сильно ускорилось время вот это наше. То есть, допустим, в сутках раньше 24 часа было, а сейчас, ну, гуляет информация там около 12-16 часов в сутках. Мгм, мгм, Как вы можете это объяснить? Как это можно заметить вообще? мгм. Да, абсолютно верно, Илья. В связи с событиями, происходящими в квантовом переходе, изменился у нас цикл временной, суточный цикл. И этот цикл, есть реальные факты, говорящие о изменении суточного времени. Когда раньше было 24 часа, есть наблюдения официально зарегистрированные. Вот я, насколько помню, это Тибет. В Тибете есть, оказывается, вот Шамбалы, где монахи находятся. И у них, оказывается, есть чаша, в которую они уже отмеренно заливали масло, хватающее на 24 часа. Сейчас этот уровень масла заливается также, но его хватает больше, чем на 24 часа. Этим самым показывает реальный факт о том, что сейчас в сутках не 24 часа, а 16 часов. Это Мгм. факт. Ускорился период времени, потому что идет процесс трансформации. Трансформация происходит не только на Земле, но происходит и на космическом уровне. Мы все сейчас переходим в новый период, в новый формат. Переход происходит на космическом уровне. Из-за этого происходит изменение временного цикла. Для нас, для физических здесь жителей, ощущается и видится вот по часам, например, это все как бы так же отслеживается, как 24 часа. Но фактически время очень ускорилось. И, например, можно даже это заметить по тем делам, которые мы, например, делали когда-то раньше, и у нас времени хватало. Сейчас наши те же самые дела, но время летит гораздо быстрее. То же самое дело мы делаем за гораздо дольше время, больше времени. А вот как это, ну, допустим, на организм влияет вот это изменение времени? А, на организм, конечно, Физически это как-то можно на почувствовать? организм, конечно же, влияет. Сейчас происходит такой процесс, как старение, быстрое старение. Вот то, что, например, мы раньше, например, в организме продлевали свой цикл, естественный рост, потом цикл старения, этот цикл усилился. Но здесь есть одно но. Есть обратная сторона монеты. Обратная сторона монеты, у нас есть возможность, именно связанная со здоровьем, остановить этот цикл. Тем самым, как мы можем его остановить? Когда мы начинаем свое пробуждение, мы подключаемся к энергиям Вселенной. Вселенная дает возможность получать нам целительские энергии, которые способствуют не старению, а омоложению, восстановлению, регенерации клеток. И тем самым у нас увеличивается срок жизни. У нас останавливается процесс старения клеток. Вот посмотри на меня. Мне никто не дает, что мне 40 лет. Сейчас я еще поправился, вот за этот год как бы поправился. А в прошлом году мне давали 27 лет. Вот если я сейчас чуть-чуть сброшу вес, то, естественно, я буду выглядеть опять на 27 лет. И это реальные факты. И ты можешь заметить даже за собой, когда произошел процесс пробуждения, когда произошли подключения, глаза ожили, глаза горят, даже кожа становится моложе.
она становится мягче, румянее, приятнее. Это вот внешние факторы. А еще есть внутренние факторы, связанные с внутренними органами. У нас замедлился процесс старения. Клетки, наоборот, омолаживаются, регенерируются, исцеляются. И эта возможность есть сейчас у всех. А я же правильно понял, что вот как вы сказали, омолаживание, да, идет? Это ж только влияет на пробужденных людей? Влияет на пробужденных. Ты смотри, есть еще такой процесс, происходящий как с омоложением, с исцелением на природе. Да, человек может как бы Мгм. сознанием не пробуждаться, но если он будет присутствовать на природе, у него этот процесс будет тоже автоматически включаться. Но этот процесс работал всегда практически. Например, в прошлое время он, конечно же, был неосознанным и более медлительным, чем сейчас. Вот мы можем даже как бы опираться на те факты, которые происходили вокруг нас. Вот есть жители, которые живут на природе, в смысле рядом с лесами, рядом с горами. И смотря на них, это факт. Мы можем зафиксировать то, что они физически, энергетически и внешне выглядят моложе, чем жители города, чем жители мегаполиса. Это факт, который был всегда. А сейчас этот процесс усилился во много раз. Сейчас те жители, которые находятся рядом с природой, у них вообще остановился процесс старения. Они выглядят очень хорошо, здорово выглядят. Сейчас Земля излучает эти новые вибрации. И Земля получает энергию от Вселенной. Она заряжается. Естественно, их это не коснуться не может. Они неосознанно проходят этот процесс исцеления, процесс омоложения. И я даже с уверенностью могу сказать, что они будут жить дольше, чем жители мегаполиса. Поэтому я призываю людей, ездите чаще на природу, ездите на природу, заряжайтесь, медитируйте. А медитация это вообще такой уникальный инструмент. Медитация это способ войти в тонкое пространство. И когда ты медитируешь, ты осознанно подключаешься к этим энергиям, к этим вибрациям. Ты осознанно можешь направлять в нужное тебе направление, в нужное русло направить эту энергию, туда, куда тебе надо. Поэтому это нужно делать сейчас. Город, он не может получать этой энергии. В городе блокируется, можно так сказать, блокируется. Энергия уходит в обход.